Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Основные события, новости, курс доллара, евро, рубля. Давайте рассмотрим, что происходит. Вот и наступил август, который обычно бывает черным, особенно в России. Давайте посмотрим, что нам ожидать на сегодня и на ближайшее время. Но хорошо начался август, мне понравилось. Экипаж Crew Dragon вернулся на землю. Очень рад, что это произошло, что все успешно завершилось. Это придаст новую веху в развитии космических технологий и телекоммуникационных технологий, потому что позволит это значительно энергичнее развивать все, что связано с запуском в космос. Так, ну вот всплыли результаты о переговорах Microsoft о покупке TikTok. Вот здесь обозначается несколько дат. С одной стороны, вроде бы Трамп должен в понедельник, во вторник, то есть 3-4 августа на этот счет сообщить свое решение. Другие источники озвучивают 15 сентября, то есть это окончание дедлайн, когда сделка должна быть либо проведена, либо должна быть достигнута окончательная договоренность. Я думаю, на фоне вот этих новостей вполне могут пропампить акции Microsoft. Если они пробьют 206,5 долларов на объеме, то скорее всего мы увидим движение на перехай и может быть даже более ощутимый рост по этим акциям. Так, ну вот на прошлой неделе, помните, была новость, там Джимми Крамер озвучил, что 28 июля из-за того, что не согласуют новые меры по помощи и выплатам, ожидается начало спада и падения фондовых рынков. Ну, на самом деле ничего такого прям страшного не произошло пока. Вот. Но тем не менее, окончательная договоренность между республиканцами и демократами в части предоставления дальнейшей помощи тем, кто пострадал от эпидемии, от потери рабочих мест, она не была достигнута. Переговоры перенесли на новую неделю. В свете вот этих дебатов выступает президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари, и он говорит, что надо новый локдаун организовать и всем американцам платить деньги столько, сколько платили, чтобы они ни в чем себе не отказывали. Ну, позиция с одной стороны понятная, с другой стороны несколько популистская, и она противоречит политике республиканцев, которые считают, что если людям раздавать просто так деньги, они не будут работать, не будут стремиться к тому, чтобы выйти из карантина и начать крутиться, зарабатывать деньги, наращивать ВВП и так далее. Вот. Но тем не менее, какие доводы у Кашкари? Он считает, что вот то время, когда люди будут находиться на карантине, они меньше тратят, то есть они экономят. И за счет этого, по его мнению, соответственно, будет ускоряться процесс выхода из затянувшегося экономического кризиса, который порожден коронавирусом на текущий момент. На самом деле там были глубинные основания, которые связаны с падением мировой торговли. График я ранее приводил. И поэтому, то есть сам по себе коронавирус, он всего лишь инициировал глубинные процессы, которые связаны с тем, что мировая экономика, она подошла к определенной черте, когда нужна встряска, нужен кризис. Вот, потому как технологическое развитие, которое протекает, оно, с моей точки зрения, привело к перепроизводству определенных товаров и услуг, которые не нужны в таком объеме. Ну и, в общем-то, любой кризис, он возникает из-за перепроизводства, когда слишком много чего-то делают того, что не нужно. Уверен, что пройдет какое-то время, несколько лет, и мы услышим детальный анализ каких-то ведущих экономистов мировых о том, что этот кризис возник из-за того, что перепроизвели, не знаю, что там, может быть, айфоны перепроизвели, может быть, перепроизвели там автомобили. Вот. Но такая позиция, я думаю, рано или поздно будет озвучена. Насчет доводов Кашкари, что лучше сейчас американцы пусть сидят, потому что, с одной стороны, это позволяет им экономить, то есть они не несут такие расходы, которые связаны с выходом на работу в пандемию. С другой стороны, это уменьшит поток новых больных, новых случаев, которые ложатся огромным бременем на экономику. И, соответственно, то есть, по его мнению, нужна новая блокировка, нужно всем платить деньги, раздавать. Но, с другой стороны, как бы чиновников ФРС
который печатает деньги, и это основное его призвание, в принципе, можно понять такую позицию. Но все-таки, с моей точки зрения, она не приведет к тому результату, о котором он говорит. То есть к выходу из кризиса. Потому как уже здесь все понятно, что на текущий момент карантин, он не дает, скажем так, плюсы от карантина, по моему субъективному мнению, в Соединенных Штатах, они не перевешивают минусы. А тот всплеск заболеваний, который возник, он возник в связи с тем, что начались массовые волнения. Вот. Поэтому, мне кажется, тут не совсем позиция Кашкари правильна. Вот. Но тем не менее, если демократы, они как раз настаивают на том, что максимальные меры помощи надо оказывать, деньги печатать и раздавать. Если такая позиция будет преобладать, то ну, мы вполне до конца года можем увидеть $3000 за унцию по золоту. То есть в этом тоже есть определенный плюс, если позиция демократов и позиция Кашкари, она получит развитие. Здесь еще такой момент очень интересный. Дело в том, что вот данные по потреблению производства электроэнергии, которые я мониторю по Соединенным Штатам, они начали падать. То есть такое ощущение, что страна как бы назад впадает в кому. Но вот вышли ряд аналитических исследований, которые утверждают, что в этом ничего страшного нету, что отсутствует рост производства и потребления электроэнергии. Это связано с тем, что даже если осуществляется перезапуск экономики, то значительно сокращается расходование, в том числе электроэнергии, потому что люди чаще переходят на удаленку. Соответственно, то есть здесь не нужна энергия для того, чтобы, ну, грубо говоря, офисы освещать и так далее. То есть тот выход, который происходит, он все равно как бы связан с тем, что потребление энергии падает. Ну и это рикошетом затрагивает цены на нефть, на энергоносители. Сейчас на текущий момент ожидается, что будет снижение цен на нефть. Это связано с тем, как соотносятся цены на нефтяные фьючерсы и на спотовую нефть. Это раз. Во-вторых, не ожидается такого восстановления авиаперелетов, как изначально планировалось. То есть на это отводится где-то 2 года теперь. Поэтому спрос на нефть будет все-таки проседать. Ну, скажем так, не восстанавливаться в том объеме, в котором запланировано. Следующий момент. Саудовская Аравия планирует объявить дополнительные скидки на нефть, которую продает. То есть это говорит о том, что идет затоваривание. И опять может возникнуть ситуация, когда цены на нефть начнут корректироваться. Ну и еще один фактор, это то, что текущая цена на нефть в районе $42-44 за баррель по Бренту, она позволяет начинать дышать американскому сланцу. А это дополнительная нефть и дополнительное давление на рынок нефти. В перспективе 1, 2, 3 месяца может поддержать цены на нефть то, что в Америке начинается сезон ураганов. И сейчас вот эти вот ураганы, их зарождение, в частности, так называемый ИСА, они могут оказать определенное влияние на цены на нефть, потому как сезон ураганов всегда как бы сокращает добычу нефти Соединенных Штатов. В этом году океан достаточно теплый, впервые такой с 1851 года, и поэтому прогнозируют, что сезон ураганов будет протекать бурно. Вот. Он обычно начинается ближе к осени, и сентябрь-октябрь там возникает обострение. В этом году начали пораньше, опять же из-за теплого океана, и поэтому в сентябре, в принципе, на фоне вот этих ураганов можем увидеть дополнительную поддержку для цен на нефть. Но сейчас на текущий момент, на август, исходя из того, какая ситуация возникает, что саудиты планируют снижать цены на поставку нефти, вполне можем увидеть корректирующее движение вниз на 39,7 и даже ниже. Так, ну и вот Fitch понизила рейтинг США со стабильного на негативный. Это связано с ухудшением состояния госфинансов, ну потому что они печатают деньги, раздают, соответственно растет долг. Вот. Но это на самом деле новость, она немножко, скажем так, вызывает когнитивный диссонанс. Потому что, ну да, то есть объективно ситуация ухудшается. Деньги печатают, раздают, госдолг растет. Но с другой стороны, у них обязательства в той валюте, которую печатает ФРС.
ФРС это наднациональная структура, но которая типа в наибольшей степени привязана к Америке. Вот, и поэтому так или иначе, в любом случае правительство, президент США могут надавить на ФРС, они напечатают столько долларов, сколько нужно. Вот. Но в этом как раз и кроется подвох, что такой путь решения вопроса, он может разжечь инфляцию, это раз. И во-вторых, как раз это и есть тот самый механизм по экспорту инфляции из США в другие страны. Поэтому, конечно, на текущий момент я считаю, эта новость по большей степени это констатация того, что происходит, что действительно растет госдолг, и пока не представляется возможным Соединенным Штатам победить эту эпидемию. Вот. Но в долгосрочном прогнозе то, что уже как бы начинают рейтинговые агентства пересматривать рейтинг США, я думаю, это приведет, ну скажем так, к каким-то потрясениям уже в среднесрочной перспективе в конце этого года, в начале следующего. Потому как вот эти рейтинги, они влияют на стоимость финансирования. И здесь получается, ну как бы закольцованная ситуация. С одной стороны, нужны деньги для того, чтобы решать текущие вопросы. С другой стороны, как бы кредитные агентства, рейтинговые агентства снижают рейтинг, а снижение рейтинга – это повышение процентных ставок за финансирование и дополнительное бремя на наращивание долга и на экономику. Итак, друзья, по китайскому юаню давайте перейдем к графикам. У нас тишь де блажь, то есть ничего не предвещает никаких негативных событий. Он у поддержки находится, ее покалывает, пытается еще больше укрепиться к доллару. Это говорит о том, что на текущий момент никаких нарастаний напряженности между США и Китаем не происходит. Так, ну вот сегодня китайский индекс CSI 300 растет. Вот он здесь пробивает определенный уровень и идет на тестирование перехая. Вот. Если таким образом вот это движение продлится, то на этой неделе мы увидим, несмотря на то, что август на дворе, то, что Китай покажет дополнительный рост и, возможно, окажется даже среди лидеров по фондовому рынку. Но и текущая ситуация с Китаем связана с тем, что индекс деловой активности в промсекторе PMI вышел значительно выше ожидаемого. То есть планировалось 51,3, вышел 52,8. Но если он больше 50, это уже позитивный знак. Единственное, только в Китае там есть масса претензий к тому, как они формируют статистику и макроэкономические данные. Вот. И поэтому, ну, то, что идет рост, это несомненно хорошо и позитив. Но с другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что если что-то где-то нарисовано, оно рано или поздно вырвется наружу в виде каких-то последствий. Вот, поэтому да, на текущий момент времени по Китаю позитив. Возможно, это даже толкнет другие мировые площадки сегодня на этой неделе. Вот. Но, конечно, в перспективе, я думаю, эта цифра, она о себе когда-то даст знать относительно того, то есть насколько она была правдивой, насколько она была нарисованной. Так, друзья, далее американский индекс S&P, SFD на фьючерс. Ну, как мы с вами видим, это вот месячный таймфрейм. Здесь вообще по месячным свечам супер картина. То есть идет безудержный рост. И здесь остается только ждать, когда в августе мы сходим на перехай и покорим 3400. Вот. Но это исходя из месячного таймфрейма. Так, но недельный таймфрейм тоже указывает, что вот мы подошли к определенному уровню и должны в самое ближайшее время попытаться, по крайней мере, его пробить и поколоть. Так, на поддневкам, в общем-то, ситуация аналогичная, то есть, скорее всего, будет попытка захода наверх. Но здесь, видите, вот здесь четко обозначен диапазон, и здесь есть ключевой уровень, который находится на 3195. В случае пробития которого на объеме вот эта конструкция, скорее всего, ломается. И мы увидим корректирующий откат, который, возможно, даже продлится до 3050, возможно, даже пойдет уже обвал и дальнейшее движение вниз. Но пока здесь больше факторов указывает на то, что надо все-таки пробить вот эту верхнюю перегородку и сходить на тестирование перехая. Так, ну и вот 4-часовой таймфрейм, он же часовой, указывает на то, что вот мы прям уперлись в вот эту верхнюю границу. Обычно, когда такая картина возникает, все-таки чаще бывает пробитие и движение наверх. Здесь, в принципе, у нас на сегодня
вполне может произойти корректирующий откат. Цель этого отката 3250. Опять же, если 3250, 3240 мы удерживаем, то это у нас получается колебательное движение. А отсюда пойдет движение наверх, тестирование верхней границы и пробой. Если 3240 мы все-таки пробиваем, то пойдет более глубокое корректирующее движение, цель которого будет потестить 3195. Но судя по позитивным данным по Китаю, все-таки на текущий момент больше вероятность того, что будет попытка пробить верхнюю границу и все-таки сходить наверх. Потому что паттерн не отработан, то есть нету вот этого задерга и повторения максимального значения, то есть достижения перехая, после которого уже можно спокойно пикировать. Так, далее VIX. Ну, смотрите, по VIX отличная ситуация. Наверх он не пошел. Хотя вот пытался он поколоть и уйти. Сейчас он залег на дно. Дно у него находится на 23,6. Вот. Если будет пробитие и закрепление, это очень хороший позитив, добрый знак для фондовых рынков. И если такая ситуация вдруг произойдет, то мы можем увидеть, ну если не ралли на фондовых рынках, то хороший задерг наверх. Так, ну далее индикатор нефть, баррель в рублях. Смотрите, пополз он в конце июля, пополз наверх. То есть это, я думаю, указывает на то, что у нас нулевой или отрицательный баланс за июль. Ну, баланс за июль он будет позже публиковаться. Вот. Но сейчас как бы я вижу, что, наверное, не очень хорошая ситуация. И то, что ситуация сейчас уже как бы начинает постепенно таким образом решать, я думаю, к сентябрю, к октябрю нас ждет движение в район 3500-4000. Так, далее индекс RGPI. Ну, смотрите, на месячном таймфрейме у нас фактически произошел разворот. И цель этого разворота движения вот сюда вот на 150,7, 151. Вот, соответственно, такое движение, если сейчас развивается и происходит, это ослабление рубля. Ну и на недельном таймфрейме вот у нас пробитие 154,5. Это послужит, скорее всего, ключевым значением, когда разовьется более энергичное движение, цель которого будет сначала 153,5 и потом, возможно, даже движение в августе на 150,4. Здесь сформировался нисходящий тренд. Вот, и поэтому, с учетом того, что я так полагаю, есть негатив предварительный по платежному балансу, скорее всего, будет продолжаться исход из ОФЗ, и рубль так или иначе будут постепенно ослаблять. Здесь вопрос, с моей точки зрения, только в скорости ослабления. Если все ждут падения рубля в августе, то, скорее всего, падения никто не сделает. Потому как ну, деньги делаются на том, что основная масса людей засаживается в нужном направлении. Так, ну вот по дневке здесь тоже ситуация достаточно интересная. Здесь опять же 154, точнее даже 153,94 в виде точки отсчета выступает, который в случае пробития понесет рубль более энергично вниз. Так, друзья, далее индекс доллара. Ну смотрите, индекс доллара, исходя из месячного таймфрейма, у нас вполне вот от текущих значений может произойти разворот. То есть здесь есть определенные признаки того, что мы, скажем так, пришли до той точки, когда вся эта ситуация, она может развернуться. Но сейчас как бы вопрос в том, насколько хуже ситуация в Штатах, чем в Европе. Но, разумеется, ситуация связана, с одной стороны, с пандемией и, как следствие, со скоростью печатания денег. То есть на текущий момент в Штатах пока вроде как ситуация, она хуже. И поэтому мы вот это движение и увидели. Но с другой стороны, надо понимать, что здесь вот в результате этого движения страдает Европа, европейская экономика. Дорогой евро – это ухудшение экспортного потенциала. И поэтому Европа, она вот в таком движении совершенно не заинтересована. Ей по-хорошему надо бы, чтобы вот где-то здесь находился ценник, и тогда как бы вообще все шоколадно, она очень хорошо и успешно конкурирует с Соединенными Штатами. Так, ну у нас вот на недельном таймфрейме новая цель нарисовалась 92,5. Вот сейчас, если эта цель будет
перебито, перерисовано, то я думаю, очень высока вероятность того, что будет все-таки не разворот и движение наверх, а дальнейшее ослабление и движение по направлению 90. Ну а на дневном таймфрейме у нас классическая разворотная формация, которая указывает на то, что должен пойти рост DXY, то есть укрепление доллара против мировых валют. Здесь, ну там на самом деле главный бенефициар это все-таки евро. Вот, и поэтому я думаю, что если все-таки мы в ближайшее время вот этот вот лой не перепишем, 92,5, не пробьем его хорошенечко на объеме, то можно считать, что последняя неделя июля она была разворотной по индексу доллара, и в дальнейшем нас ожидает рост доллара против мировых ключевых валют. Вот, поэтому здесь, вот если 92,5 пробиваем с объемом, то это good, это позитив, это значит рынки продолжают расти. Если пойдет сейчас движение на рост, и мы уйдем с этого сильного уровня вверх, то тогда получается, да, вот эта неделя, она у нас была разворотной. И начался риск-офф. Так, друзья, ну что касается позиций по фьючерсам на ММВБ, на что хотел обратить внимание. По рубль-доллар юрики порезали шорты, то есть они делают ставку на то, что в понедельник будет бурное движение вверх, ослабление рубля. По евро-рублю еще более весомая ситуация. Здесь, я думаю, ожидают еще большее движение, вот, то есть укрепление евро к рублю. По евро-доллару ожидают рост евро против доллара. По нефти нарастили шорты. Так, по золоту здесь баланс, тож на тож получается. Скорее всего будет проторговка, консолидация. Так, вот по РТС очень интересная ситуация. Она заключается в том, что делают ставку на рост РТС. Юридические лица лонги нарастили. Вот, при этом они делают ставку на то, что нефть будет снижаться. Это достаточно, скажем так, немножко нестандартно. Но с другой стороны, здесь надо видеть, что постепенно тает шортовые позиции физиков. Они тают. Вот когда они совсем растают, мы можем увидеть задерг вниз по фьючерсу РТС. Так, друзья, далее рубль-доллар USD Tomorrow. Но смотрите, месячный таймфрейм, по сути, у нас ситуация такая, что открыто движение сейчас на 77 и потом на 80. Не значит это, что прямо вот полетим. Скорее всего, здесь вполне может быть какое-то сложное движение. Но с учетом того, какие позиции у юридических лиц в паре рубль-доллар, возможно, как бы сегодня уже мы 77 сходим. Такая вероятность есть. Так, понедельки здесь цель движения на 77. Вот фактически уже запустили ракету. Так, на поддневке рост продолжается. Так, но если рассматривать часовик, то здесь, конечно, напрашивается корректирующий откат, цель которого 74.19. Вот 74.19, если сюда приходит и дальнейшего движения по пробитию 74.05 не происходит, то отсюда формируется донабор позиций и рост уже с целью тестировать на пробой 74,5. Вот 74,5, как только пробивается, я думаю, очень быстро будет 75-75,5 взято. Вообще здесь цель движения ближайшие 77. 77, если 77 пролетаем, то 80, это уже другой энергетический уровень совсем. Ну и я думаю, на открытии здесь имеет смысл обратить внимание, как будет движение развиваться, потому как, с одной стороны, мы с вами видим, что есть потенциал для продолжения дальнейшей девальвации, ослабления рубля. Это связано и с макроэкономическими данными, и с тем, что проседает нефть, и с тем, что есть определенные признаки того, что платежный баланс он в асфальт уходит, хотя его не публиковали последние данные за июль. По-моему, за май точно опубликовали, за июнь не помню, надо посмотреть. Вот. Ну, в общем, есть все признаки фундаментально того, что рубль будут ослаблять. Вот. Здесь ближайшие цели это 75-75,5, 77 и потом 80-80,5. На открытии может быть задерг на 74.19. Вот. Но судя по тому, что юрики сделали ставку на рост, продолжение роста доллара, скорее всего,
пойдет пробитие 74,5, и мы увидим движение по направлению. Ну, первая цель это будет 75-75,5. Вот. Если все-таки не будет вот этого пробоя, то здесь формируется тогда откат на 74,19. Здесь будет донабор позиций, потом дальнейший рост. Если все-таки отсюда пойдет тестирование на пробой 74,05, то тогда мы можем увидеть движение, цель которого это 73,84 и может быть даже 73,62. Здесь смотрите, вот ситуация она фундаментальна. Здесь все основания для ослабления рубля сейчас. Просто вот картина маслом. Но с другой стороны, ну сами понимаете, что никто прямого движения не даст, надо вытряхивать игроков, чтобы забирать деньги. Поэтому здесь как бы вот если будет пробито вот это значение, то мы можем увидеть откат даже вплоть до вот этого диапазончика маленького, а может быть даже и до синей линии. Вот. Но тем не менее фундаментал он указывает на то, что будет продолжение ослабления. И масло в огонь подливает информация о том, что Саудовская Аравия планирует давать дисконт на продаваемую нефть. И у нас сейчас ситуация складывается таким образом, что в августе действительно может возникнуть избыток предложения нефти. Так, рубля, прошу прощения, так, друзья, рубль-евро, евро-рубль tomorrow, месячный таймфрейм, здесь движение идет на 90 уже. Ну, как бы речь идет о том, что в ближайшее время будет переписан 90. А в случае пробития, ну, вот у нас цель есть 100,74. И промежуточная цель это 94. По недельному таймфрейму, вот у нас сейчас будет, скорее всего, тестирование 89,6. Либо мы его пробиваем на объеме, закрепляемся, либо отсюда развивается корректирующий откат и просадка. Так, друзья, ну вот часовой давайте сразу посмотрим. Здесь или у нас идет сразу пробитие 87 на открытии. Если такое пробитие на объеме возникает, то могут вполне как бы сделать корректирующий откат, высадку на 86,64, вот сюда вот. Если мы на открытии сразу идем вверх и тестируем 88, его пробиваем, то здесь уже у нас прямая дорога развивается на 90. Поэтому смотрим, как пойдет движение на открытии. Если вот этот уровень будет взят, то здесь может быть просто коротенький такой откат. Вот сюда вот до набор позиций и потом рост с целью ухода на 88. Вот пробитие 88 на объеме уводит к 89,6, потом возможно 90, если будет переписан хай. Или же здесь будет отбитие и какое-то время колебания вот в этом диапазоне. Но с учетом текущей ситуации наступление августа, скорее всего, будет как-то больше вериться в то, что рубль будет продолжать ослабляться. Вот. Но опять же, вполне возможно, что будут высадки пассажиров, потому что рост такой вот, он все время не может продолжаться. Надо иногда выпустить пар и перевести дыхание. Ну хотя бы вот в таком виде. Все, спасибо за внимание.